Кто спрашивал Сему? Сема на месте. Добрый день, друзья! Сегодня расскажу о двух орхидеях. Одна орхидея цветущая. И всегда много вопросов об орхидее Arc's-Ray. Но давайте начнем с цветущей орхидеи, потому что рассказы об этой орхидее начались на канале очень давно, более 3 лет назад. Кто-то мне очень сильно мешает. И сначала это была другая орхидея, но не в смысле того, что совсем другая. Это было материнское растение, которое я приобрела, и буквально сразу материнское растение рассыпалось и почти погибло. Пожелтели все листья из точки роста. На корнях были красные пятна. Не было каких-то пятен на шее, но я решила, что это фузариоз. И несколько раз обрабатывала эту орхидею, замачивала корни фундазолом. И точку роста, там, где отвалились листья, там было такое мокрое, даже не пятно, а какая-то мокрая субстанция образовалась от этих листьев отпавших. И я развела фундазол до консистенции густой сметаны и положила в точку роста тоже вот этот фундазол. От орхидеи осталось всего 2 листа. К сожалению, нет плейлиста, где я бы собирала все видео об этой орхидее. Но я нашла эти видео, и по мере моего рассказа здесь будут появляться ссылки. Можете посмотреть истории, продолжение истории про эту орхидею. Материнское растение буквально через 2 месяца дало детку. Сначала одну, а через какое-то время и вторую. И по прошествии года, когда первая детка, и вот это сейчас вы видите первую детку, когда она выросла в достаточно большое взрослое растение, я отделила сразу обе детки от материнского погибающего растения. На тот момент у материнского растения даже листьев не осталось. Посадила эти детки и показывала вам, как я это сделала. Одну маленькую подарила, и у меня осталась одна большая детка. И прошло еще 2 года, и она зацвела. Вот так начинают свой рост детки на материнских растениях, и чаще всего цветут только через 3 года. Но я не занимаюсь стимуляцией орхидей, даю им возможность и вырасти самим, и зацвести самим, я их только удобряю. Вот сейчас эта детка меня порадовала первым цветением. Единственная разница с материнским растением: у той орхидеи были цветы более насыщенного цвета. Эти бледнее, но я думаю, что это летнее цветение. И раз орхидея выпустила первый цветонос, дальше будет цветение только продолжаться. И когда она выпустит цветонос в зиму, посмотрим, будет ли разница в яркости цветов. Вот такая детка. Очень люблю, чтобы все рассказы об орхидеях, которые я вам начинала рассказывать, прямо с малюсеньких растений, были закончены. И вот этим видео я заканчиваю, наверное, рассказ про эту орхидею Golden Beauty. Когда я буду показывать цветение в следующем году или зимнее цветение, я обязательно покажу эту орхидею. Переходим к орхидее Arc's-Ray. И Arc's-Ray, конечно, всегда интересен подписчикам, потому что я с ним вожусь тоже 3 года. Это первая орхидея Arc's-Ray, которую я приобрела. Я ей корни наращивала. И
листья у нее пропадали, и с точки роста лист пропадал. Что с ней только не бывает. Но об этой орхидее все рассказы собраны в плейлист. Там можно посмотреть всю ее историю от начала до конца. И последнее, что мы с ней сделали, вот она никак не хочет расти. Ну, то есть активно не хочет расти. Она растет очень медленно и корни наращивает. Но все это происходит вот эти 3 года очень медленно. Сначала она росла в керамзите. И последнее, что я вам сказала, ну давайте пересадим ее в кору, посмотрим. Но вдруг она сейчас пойдет в очень активный рост. Ну вот мы ее с вами пересадили. Активного роста опять не наблюдается. Да, есть корни, которые растут. Сейчас даже вам покажу. Где-то здесь видны сверху. Вот один из новых корней. Даже можно проследить, что он идет от шеи и доходит до стенки горшка. Есть корни в горшке, с теми, с которыми я ее сажала последний раз. Но сама орхидея не выпускает нового листа. Я ее удобряю. Я все делаю, что нужно для орхидеи, но не стимулирую. Но не пользуюсь я стимуляторами. Вот, может быть, потому что это сорт такой. Мы с вами очень много обсуждали, что это слишком капризный сорт, и у многих он погибает. Вот это единственная орхидея Arx Ray, которая у меня не погибла. Больше пересаживать ее не буду, потому что она и в керамзите точно так же росла, и в коре сейчас точно так же растет. Пусть уж растет, как растет. И если случится чудо, и она нарастит зеленую массу, а потом еще и зацветет, конечно, я ее вам обязательно покажу. Но пока она находится все в том же сонном состоянии. Как и Сёма. Но самое главное, что она не погибает. А уж сколько лет ей понадобится для активного роста и для цветения, это знает только она. Я сейчас предугадать не могу. Вот такие разные орхидеи. И не устаю вам говорить, что орхидеи все разные. И растут каждая так, как ей хочется. Но все-таки радует своим цветением. До новых встреч, друзья! Увидимся на канале.